Гражданская война для Советской России означала не только необходимость опять ставить под ружье только что демобилизованную после Брестского мира армию. По Брестскому миру от страны откололась Украина. Были потеряны Польша, Прибалтика, а с началом мятежа Чехословацкого корпуса и Сибирь с Дальним Востоком. В 1918-20 годах контролируемая большевиками территория периодически сжималась до нескольких губерний европейской части России. А в районах, экономическая эксплуатация которых оказывалась полностью или частично невозможной, ранее добывалось около 80% железной руды, более 90% каменного угля, нефти, хлопка, около 70% стали, чугуна, сахара, значительное количество зерна. Перед страной встала, казалось бы, нерешаемая задача. Потеряв 4/5 всех ресурсов, оставшейся их частью обеспечить победу в войне. Не оставалось никакого другого выхода, кроме как ввести жесткое рационирование и централизованно определять, кому эти жалкие остатки топлива, сырья и продовольствия направить в первую очередь. Все 3 года гражданской войны власть должна была каждый день решать одну и ту же задачу приоритетов. Какая отрасль самая важная, а какая менее важная? Какой завод самый важный, а какой менее важный? Какая социальная группа населения самая важная, а какая менее важная? Менее важные должны были выживать самостоятельно. Такое деление на нужный-ненужный использовалось во всем. Так, с началом блокады в Россию перестали ввозить телефонное оборудование. 11 июля 2018 года Совнарком принял декрет о пользовании московскими городскими телефонами. Там говорилось, что поскольку на городской телефонной станции вышло из строя 50% оборудования, а нового взять неоткуда, то до лучших времен надо обеспечить телефонной связью 15 тысяч самых важных пользователей, в первую очередь правительственные учреждения, а телефоны в частных домах становятся телефонами общего пользования. Каждый может зайти и позвонить. Совершенно исключительную роль в таких условиях приобрела так называемая комиссия использования ВСНХ, которая распределяла материальные ценности, кому сейчас нужнее. Председателем комиссии использования и Комитета хозяйственной политики ВСНХ и стал Юрий Ларин. Началось все с распределения эвакуируемого из зон боевых действий имущества. 13 июля 1918 года вышло постановление Совнаркома об образовании специальной комиссии, которая бы его распределяла. 20 июля 1918 года вышел декрет Совнаркома о передаче в ведение ВСНХ всего имущества, существовавших еще с Первой мировой войны, снабженческих организаций Земсоюза, Земгора, Согора. Распределять его поручили той же комиссии по распределению эвакуируемого. Нормирование ресурсов строилось на нескольких основных принципах. Централизация. Ресурсы с менее технически оснащенных заводов и фабрик передавались наиболее крупным и прогрессивным. Стандартизация. Каждое предприятие специализировалось на выпуске небольшого количества однотипных изделий. Экономия. Менее приоритетные производства останавливались. Из-за нехватки бумаги рассылку газет частным подписчикам прекратили. Для экономии резины прекратили производство галош. Резина шла на шины, медицинские принадлежности, ремни и другие детали для промышленности. Использование вторсырья и заменителей. Кофе заменили цикорием, уголь торфом. В макулатуру отправили все нотариальные архивы, архивы банков и прочие документы, утратившие смысл при новом строе. Ведь собственность на землю и иную недвижимость была отменена. Интенсификация. Наиболее прогрессивные в техническом отношении фабрики пускались на 100% мощности, в то время как при частных владельцах ни одно предприятие не имело 100% загрузки. Маневрирование. При изменении обстановки ресурсы снимались с одних направлений и перебрасывались на другие. Так, когда понадобилось построить железную дорогу для вывоза нефти из района Эмбы, для нее рельсы сняли с нескольких менее важных железнодорожных магистралей.
Параллельно развивался процесс нормирования продовольствия и товаров ширпотреба. Гиперинфляция и развал хозяйства поставили на повестку дня вопрос о натурализации заработной платы. Если деньги теряют покупательную силу, зарплату надо платить материальными ценностями. Продовольственные карточки стали вводиться в городах еще с июля, но требовалось решить проблему более системно. Застрельщиком тут опять выступил Юрий Ларин. 19 октября 2018 года на конференции строительных и транспортных заводов он выступил с тезисами о натурализации зарплаты. В натуре должны были выдаваться главнейшие продовольственные товары и предметы быта. Их стоимость вычиталась из денежной части зарплаты. Поскольку нормы выдачи в натуре зависели от физиологических потребностей, а не от выработки, по мере дальнейшего обесценения денег зарплата все больше теряла связь с выработкой. Нормы были дифференцированы по классовому принципу. То есть, сколько еды и предметов личного потребления, мыла, спичек и тому подобных ты получишь, все больше определялось не тем, как ты работаешь, а тем, к какому снабженческому обществу ты приписан и какая норма снабжения тебе положена. Оставалось надеяться, что сознательные рабочие при этом не снизят выработки. 21 ноября 1918 года был издан декрет Совнаркома об организации снабжения населения всеми продуктами личного потребления и домашнего хозяйства, которым любая частная торговля была запрещена. Снабжение населения должно было производиться по единому плану использования всех производимых в стране и импортируемых продуктов. Для составления этого тотального плана и была создана комиссия использования ВСНХ, которую возглавил Ларин как один из авторов декрета об организации снабжения. Формально в тот период главной в ВСНХ была Центральная производственная комиссия, которая вырабатывала производственные программы для национализированных заводов. Но фактически производственная программа лимитировалась двумя вещами: сколько заводу отпустят сырья и топлива, и сколько продовольствия отпустят рабочим этого завода. Топливо распределял Главный топливный комитет ВСНХ, а все остальные ресурсы — Ларинская комиссия использования. Они рулили процессом. Исключительное положение комиссии использования обуславливалось тем, что она составляла планы распределения и для населения тоже. Так, Ларин в «Правде» от 1 февраля 1919 года опубликовал статью с лаконичным названием «Снабжение России в 1919 году». В статье Ларин расписал, сколько в год советскому гражданину полагается мяса, хлеба, мыла, других товаров. Нормы были дифференцированы. Например, рабочему в год полагалась 1 пара галош, а крестьянину 1/14 пары или 1 пара галош на 14 крестьян. 1 января 1919 года Ларин в «Правде» поздравил советских граждан с Новым годом. Он заявил, что учет еще оставшихся в стране ресурсов уже в основном закончен, что позволяет разработать хозяйственный план на 1919 год, заранее определить, сколько ваты, обуви, валенок и иных предметов будет произведено, сколько из произведенного пойдет на производственное потребление, а сколько тому или иному разряду жителей. На этой основе, писал Ларин, можно будет в 1919 году заменить торговлю распределением и уничтожить деньги. В стремлении уничтожить деньги Ларин был не одинок. Резолюция состоявшегося в декабре 2018 года Второго Всероссийского съезда совнархозов о финансовой политике требовала устранить в конечном итоге всякое влияние денег на соотношение хозяйственных элементов. Народному банку отводилась роль расчетно-кассового аппарата при ВСНХ. С 1 января 1919 года государственные предприятия освобождались от каких бы то ни было налогов и сборов. Денежные средства выдавались предприятиям главным образом для выдачи заработной платы. У Ларина слова с делом не расходились. К весне ВСНХ разработал проект декрета о финансировании промышленности, который докладывали в Совнаркоме Ларин и Влас Яковлевич Чубарь, также член президиума ВСНХ. 4 марта 1919 года Совнарком принял декрет о финансировании промышленности, которым предприятия полностью лишались собственных средств. Все денежные поступления они должны были сдавать в казну.
Ассигнования из бюджета становились единственным источником финансирования предприятий. Сметы предприятий утверждались главками ВСНХ, то есть производственными отделами ВСНХ. Главк — это главный комитет. У местных властей таким образом не оставалось никаких рычагов для влияния на экономическую политику. В январе 1919 года был опубликован декрет о переходе от политики изъятия излишков к продразверстке. Теперь с крестьян брали не излишки хлеба, а фиксированный объем, необходимый для снабжения рабочих и армии, уже не заботясь, останется ли что-нибудь самим крестьянам. Ларина такое решение устраивало не полностью, поэтому он выступил одним из инициаторов создания совхозов, советских хозяйств, в которых бы рабочие выращивали себе еду. Дискуссия об организации совхозов обострила вопрос о централизме. Как мы помним, по первоначальной задумке ВСНХ был собранием представителей, выбранных местными совнархозами, и не рулил ими, а лишь согласовывал их хозяйственные планы друг с другом. Необходимость жесточайшей экономии всего толкала страну к диктатуре центра по отношению к провинции. В декабре 1918 года тот же самый Второй Всероссийский съезд совнархозов принял решение об упразднении областных совнархозов как промежуточного звена между центром и местными совнархозами. Пока сохранившиеся губернские совнархозы все больше становились филиалами ВСНХ на местах, а местные совнархозы – простыми исполнителями поступавших распоряжений. Ларин в статье о совхозах буквально обрушился на губернские земотделы и местные совнархозы, которые хотели, чтобы выращиваемые в совхозах продукты оставались бы в их распоряжении. Ларин требовал, чтобы все продовольствие поступало в распоряжение центральных органов и ими же распределялось. Другими словами, чтобы рабочий в совхозе выращивал бы еду не себе и своим коллегам по заводу, а всем рабочим страны. Ларин здесь ссылался на Ленина, который на все том же Втором съезде совнархозов требовал перехода к единоличной ответственности и исключению местничества и особых мнений. В России должна существовать единая диктатура рабочего правительства, без которой наша революция погибнет, а не сотня местных диктатур, каждая со своей политикой, причем все они в совокупности способны совершенно расстроить, обессилить единую политику центра. В первый год нашей власти, пока центральная власть еще недостаточно окрепла и организовалась, и пока всех ресурсов в стране было больше, приходилось и можно было терпеть хаос и отсутствие единства в руководстве. Теперь же самочинно идти наперекор общегосударственной линии означает совершать преступление, которое не может быть терпимо. Всем должностным лицам, кем бы они ни были выбраны, придется это усвоить или быть снятыми со своих постов. Объективный и бесспорный контрреволюционер тот, кто делает теперь свою политику или политику своего съезда вместо политики рабочего правительства, каким бы он ни был в других отношениях прекрасным товарищем. Итак, все продовольствие отдается в центр и распределяется из центра. Вся промышленная продукция сдается в центр и распределяется из центра. Все деньги сдаются в центр и распределяются из центра. Деньги при таком подходе нужны только для выплаты зарплаты, а зарплата нужна, чтобы покупать товары на вольном рынке, нелегальном, но неустранимом. Так как Народный комиссариат снабжения, бывший Народный комиссариат продовольствия, мог обеспечить от силы треть потребностей горожан в продовольствии. В январе 1919 года потребление взрослого, занятого ручным трудом рабочего в Москве составляло всего 78% от медицинской нормы, а в Петрограде и вовсе только 53%. Такие печальные результаты во многом были связаны с тем, что государство мало что могло предложить крестьянам в обмен на хлеб. Все заводы работали на оборону. К 1920 году оставался еще один фактор производства, не затронутый централизацией – труд. Без централизованного перераспределения рабочей силы хозяйственная система военного коммунизма оставалась незавершенной. Всеобщая трудовая повинность была введена еще в 1918 году, а в январе 1920 года вышел декрет Совнаркома о порядке всеобщей трудовой повинности, которым все трудоспособное население могло привлекаться к выполнению определенных трудовых заданий. Для руководства распределением рабочей силы был создан Главный комитет труда, главкомтруд.
Теперь ты не просто был обязан работать, но был обязан работать там, где скажут. На базе армейских соединений создавались трудовые армии. Оставаясь мобилизованными, красноармейцы привлекались к выполнению различных неквалифицированных работ. Ларин не остался в стороне от этого процесса. В феврале в «Правде» он делится с читателями своим опытом организации трудовой повинности в Ярославской губернии. Там из железнодорожных мастерских разбежались чернорабочие, и квалифицированные токари вынуждены были тратить свое время на поднос деталей, разгрузку, упаковку и другие подобные операции. Ларин провел через Ярославский губисполком решение, которым каждая из около 200 властей Ярославской губернии была обязана к 1 марта выставить 10 чернорабочих. Каждого выставляемого по повинности работника волость обязана была снабдить продовольствием на пару месяцев вперед и впредь возобновлять этот запас, а также выдать ему инструмент для работы. Ларин настаивал на отмене срочности. Крестьяне мобилизовывались чернорабочими не на определенное время, а навсегда. В статье Ларин предложил и решение низкой производительности труда. К каждому отряду трудоармейцев нужно приставить политического комиссара, который бы следил, чтобы трудоармейцы работали полностью 8 часов. А политкомиссар обязан был бы предоставлять расписку о полном количестве проработанных часов от того учреждения, на какое производится работа. В общем, у нас, конечно, государство рабочих и крестьян, только вот деревня должна предоставлять работников на самые непрестижные должности, кормить их и снабжать инструментом, а политкомиссары будут следить, чтобы никто не отлынивал. Что-то в этой схеме все-таки смутило редакторов «Правды», и статья вышла с припиской «Печатается в порядке дискуссии». В дальнейшем такие приписки у статей Ларина стали появляться все чаще. В январе 1920 года состоялся Третий Всероссийский съезд совнархозов. Позднее Ларин утверждал, что он на этом съезде предложил перейти от разверстки к торговым и налоговым способам заготовки сельскохозяйственных продуктов. Съезд совнархозов вроде бы даже поддержал это предложение, но в тот период партия переходу к продналогу категорически воспротивилась. С этим утверждением есть одна тонкость. Стенограмма съезда не была опубликована, и что конкретно предлагал Ларин, мы не знаем. Но знаем реакцию на его выступление. Нарком финансов Николай Николаевич Крестинский послал тезисы Ларина Ленину с припиской, что рассматривает их как неосуществимые и политически вредные. Из записки Крестинского мы знаем, что Ларин, может, и предлагал заменить разверстку налогом в отношении крестьян, но заодно Ларин предлагал полную отмену денег. Ларин обещает отмену денег еще в новогоднем обращении 1919 года, но теперь, в январе 1920 года, уж точно время настало. Ленин отреагировал следующим образом. Запретить Ларину прожектерствовать. Рыкову сделать предостережение. Укротите Ларина, а то вам влетит. Ларина за его выступление даже исключили из президиума ВСНХ. Когда он запросил Политбюро о причинах этого, в ответ Каменев, Крестинский и Томский сообщили: Вы, Ларин, не старались предварительно осведомиться, каково мнение руководящего партийного центра по поводу кажущихся вам правильными предложений, а сознательно или бессознательно ставили его перед свершившимся фактом, перед брошенными вами в массу заманчивым и, по вашему утверждению, легко достижимым, хотя объективно неосуществимым лозунгом. На третьем году пролетарской власти тактика Ларина «поставить всех перед фактом» начала давать сбой. В конце февраля 1920 года Ларина на посту председателя комиссии использования сменил Лев Натанович Крицман ввиду отъезда товарища Ларина. Сопоставляя даты отъезда и даты статьи Ларина с идеями о трудовой повинности, мы понимаем, что Ларина временно сослали в Ярославль, а его военно-коммунистические идеи о призыве крестьян для работы в железнодорожных мастерских, вероятно, были вызваны желанием оправдаться перед товарищами и показать, что вовсе он не такой уж либерал. При этом, однако, в практической работе Ларин продолжал вести линию на то, что с крестьянами нужно договариваться. При распределении продукции для крестьян комиссия использования с начала 1920 года ориентировалась не только на подушевое снабжение, но и на ход хлебозаготовок. Какие губернии лучше сдавали хлеб, получали больше промышленных товаров. Ларин почему-то был уверен, что у рабочих и у крестьян совершенно разная мотивация к труду.
У рабочих требование лучше платить за лучшую работу он считал малоразвитостью. Сам Ларин определенно работал в первую очередь за идею, не гнушаясь ради нее регулярно превышать свои полномочия.